Здравствуйте, Водолеи! Сегодняшний таро-прогноз мы сделаем для вашего знака зодиака. Расклад, который вы сейчас увидите, это расклад на следующую неделю, а именно неделю с 10 по 16 августа. Давайте посмотрим, что наших водолеев ожидает. Что же интересного произойдет непосредственно у вас. Я напомню, что это общий таро-прогноз. Надеюсь, большинству из вас он подойдет, будет резонировать с той ситуацией, которая происходит в вашей жизни. Поэтому пишите, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Я в любом случае буду очень рада такой обратной связи с вашей стороны. Также можете поделиться этим видео с каким-нибудь знакомым для вас водолеем, если вы считаете, что этот расклад им подходит. У нас сегодня в раскладе две колоды. Как обычно, это первая колода основная, вторая колода дополнительная для уточнений. Мы смотрим на эти карты, которые выпадают у вас, начиная с понедельника по воскресенье, и смотрим на те сочетания, которые получаются у нас, и вместе с вами совместно разбираем то, что у нас, соответственно, получится. Третья колода, которую вы видите здесь на столе, это тоже колода для вас, но это таро, это не таро, это оракул зеленой ведьмы. Тоже одну карту из нее достанем чисто в качестве совета, чтобы посмотреть, что вам этот оракул посоветует. Такой он полностью флористичный, то есть он полностью в виде цветов изображен или каких-нибудь овощей, фруктов. Очень интересная колода. Посмотрим, что она принесет вам тоже в виде совета на этой неделе для водолеев наших. Итак, водолеи, неделя с 10 по 16 августа. Что интересного произойдет у представителей знака Водолей? Воздушная стихия Водолея. Итак, начнем мы сейчас с основной колоды. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Кстати, чем-то похожие карты на Козерога вроде бы, да? Ну, давайте посмотрим на то, что выпадало Козерогу, да? Давайте посмотрим. О, смотрите-ка. А ну-ка, давайте этот посмотрим. Да, здесь разные. У них тоже в понедельник прям такое сочетание карты было, соответственно. То есть у них была двойка пентаклей. Может быть, вы общаетесь с Козерогами или что-то важное у вас здесь связано с Козерогами. Может быть, какие-то парные отношения у вас именно с Козерогом, да, потому что здесь двойка чаш, как карта чувств, эмоций, которые вы здесь проявляете в паре, возможно. Я уже говорила, что здесь может речь идти о том, что здесь у вас такой баланс происходит в отношениях, где вы легко маневрируете между делами и чувствами, где вы умеете находить золотую середину, где вы можете переходить от каких-то встреч, общения такого в виде свиданий к каким-то более серьезным шагам. В любом случае достаточно такая хорошая пара, хорошее сочетание. Возможно, здесь речь о том, что вы можете решать совместно какие-то бытовые спорные задачи, но договариваясь, то есть легко. Да, настроение может меняться, колебания, какие-то настроения могут быть, потому что двойка, такой хаос, и двойка кубков, чувства, эмоции, хаос в чувствах, в эмоциях. Также вы можете здесь, допустим, если речь о работе идет у водолеев, то вы можете здесь совмещать несколько проектов и делать это достаточно легко, с любовью, с интересом, как-то умеете лаврировать, да, в этой ситуации, какой-то гибкий график себе создавать, или, может быть, как-то умело распределять приоритеты здесь для того, чтобы благодаря этой гибкости и в общении с другими людьми, соответственно, все успеть, и в делах все успеть, может быть, не обращать внимания на какие-то мелкие трудности, реагировать на них спокойнее, ну и в целом, да, сохранять этот баланс по двойке кубков и двойки пентаклей. Девятка, две девятки у вас, девятка жезлов и девятка кубков, которые у водолея выпадают на вторник, они показывают по девятке жезлов в первую очередь, потому что она у вас выпала первой картой, основной картой. Она может говорить о том, что вы стараетесь здесь проявлять в чем-то упорство и настойчивость. То есть вы стараетесь здесь прям, не знаю, как будто бы, может быть, какое-то дело начатое довести до конца. Возможно, вы здесь по этой карте уже очень долгий какой-то трудный путь прошли, и вы можете наконец-то получить заслуженный отдых.
радость, возможно, душевный покой от того, что вы приложили в чем-то усилия и наконец-то получили то, о чем мечтали, можете отпраздновать. Может быть, получили какие-то деньги или вот так какое-то вознаграждение. И вы, вот получив вот это вознаграждение, хотите и остаетесь на чеку, чтобы сохранять это свое счастье. Но в целом здесь речь идет о удовлетворении, о том ощущении комфорта и радости, может быть, после полосы каких-то преград или стрессов, в которых вы находились. То есть вы цените здесь свой покой, и вы, возможно, не хотите пускать чужих людей в вашу вот эту обитель счастья, потому что 9 жезлов показывает такой чистокол, забор, который вы выстраиваете. А вот в этом вот наслаждении миром, счастьем, любовью, которая у вас здесь есть, и любовью к себе в частности, вот вы стараетесь здесь как будто бы не позволять каким-то напастям вам помешать. Очень стараетесь беречь свои границы, да, и вот этот свой личный покой. Дальше у вас есть карта императрицы. Это карта знака Телец, может быть, общение с человеком знака Телец. Но так как это общий расклад, мы, конечно же, на знаках особо останавливаться, наверное, не будем. Здесь речь идет о том, что если вы, к примеру, мама, да, может быть, жена, да, то как хранительница семейного очага, много времени, внимания уделяете своим детям, своему мужу, стараетесь проявлять вот эту заботу, внимание, какую-то вот такую вот опеку, да, над ними. Но тут же выпадает еще и карта Шута, и вместе с картой Шут, вот в таком сочетании, в целом здесь может быть, вот знаете, как если мы говорим про отношения, допустим, одиноких людей, то здесь может быть какое-то как новое начало, как спонтанный роман. А у кого есть отношения, как обновление чувств по Шуту. Возможно так. У кого-то это может быть неожиданная беременность. К примеру, Шут, да, ребенок, новое начало, обнуление и материнство. Новое, да, как новость такая, такой сюрприз, который вы получаете. Возможно, здесь такое может быть состояние, где кто-то ведет себя по-детски в паре, в отношениях. Вот в такой вариант. Какая-то легкость присутствует. Возможно, если бы мы говорили вот о вашем состоянии в целом, то здесь может быть чувство такого внутреннего ребенка, который здесь вы проявляете, вот такое ощущение, когда вы в миру открыты, когда вы полны жизненных сил, когда вы хотите экспериментировать, какие-то шаги к чему-то новому делать. В целом не боитесь что-то новое начинать, потому что вы как будто бы чувствуете поддержку окружающих, как поддержку мамы чувствует ребенок, да, делая свои первые шаги. И в работе тоже очень хорошее сочетание, потому что императрица — это рост и развитие, а Шут — это возможность что-то новое сделать в этом развитии. Это какой-то творческий прорыв, может быть, какой-то стартап с нуля, это какой-то нестандартный подход, вот такой вот, да, может быть, для кого-то чудаковатый подход, но подход к делу, но он может привести к хорошему росту. Или какой-то приход денег, но легко он приходит, но также они могут легко тратиться, эти деньги, потому что императрица любит тратить на себя. Возможно, вы здесь, вот как знаете, действуете по принципу, кто не рискует, тут не пьет шампанское, да, то есть готовность рискнуть для того, чтобы потом наслаждаться вот этим вот состоянием себя в состоянии императрицы, соответственно. То есть значений может быть много, но в целом очень такое неплохое сочетание, скажем так. Единственное, что здесь стараться нужно не осуществлять каких-то глупых поступков, да, необдуманных поступков, там, необдуманных трат и все в таком духе, но императрица все-таки у вас выпала основной картой, поэтому, думаю, здесь неплохое значение. Может быть, какая-то поездка, связанная с мамой вашей или с вашей женой, или вы едете к вашим детям, может быть, они к вам приезжают, потому что Шут — это путешественник, возможно, и такое. Дальше карта 8 кубков, 8 чаш, которая у вас дополняется здесь рыцарем кубков. И вот 8 чаш, она показывает здесь человека, который разворачивается, уходит от чего-то, оставляя позади что-то, что ему, возможно, не подходит. А рыцарь кубков, который в целом он водный, да, водного знака, здесь этот рыцарь кубков, он может говорить об общении с таким водным знаком, это раки, рыбы или скорпионы, но также это в целом, знаете, как уход от чего-то, что вам не подошло,
да, потому что 8 чаш, ради нового чего-то эмоционального, очень такого радующего вас. То есть вот вы как будто готовы оставить позади то, что вам душу не греет, то, что вам не нужно, и двигаться навстречу чему-то новому, воодушевляющему, чему-то, что вас радует, как этот рыцарь здесь кубков, который изображен с этим букетом. Возможно, вы здесь готовы с кем-то помириться, может быть, вы здесь проявляете инициативу в чем-то, да, и делаете это как шаг в неизвестность. Опять-таки, не знаю, чем это обернется для вас. Но в любом случае, вот здесь очень оптимистично настроены вы в этом отношении. То есть по рыцарю кубков верите в лучшее, делая вот это движение, соответственно, вперед. Карта звезда, карта, кстати, ваша, карта Водолея, она говорит о вас как таковых в этот день, и ваши ощущения здесь, что вы, знаете, как какие-то цели перед собой ставите, и, соответственно, к этим целям идете, стараетесь продумывать какие-то ваши шаги, ваши там действия, ваши, чтобы прийти к этим планам, к реализации их вместе с королевой Пентаклей, которая здесь есть, и она символизирует земную стихию, может говорить о том, что вы здесь общаетесь с человеком земного знака, Девы, Тельцы или Козероги, обсуждаете какие-то планы на будущее с таким человеком. Также здесь, может быть, воплощаете какие-то мечты, карта звезда, да, мечты в реальность, и приходите к какому-то финансовому успеху. Или здесь какие-то материальные плоды получаете, или уверенность в завтрашнем дне, то есть что-то очень постоянное, стабильное для вас. То есть в отношениях это стабильное, надежное отношение, да, то есть хорошее сочетание. В работе это успешная реализация какого-то проекта, который может принести деньги, финансовую стабильность принести. Но опять-таки благодаря вашему труду, благодаря вашей работе, терпению, потому что королева Пентаклей, она очень и очень трудолюбивая, верная к своему делу, к тому, чем она занимается. Для инвестиций хороший период, для того, чтобы вот вложиться как-то в свой комфорт, очень хорошее время, там, в свой внешний вид, в конце концов, или купить что-то, что вы планировали. Это тоже как вложиться во что-то, да? Потому что вы получите удовольствие от того, что вы это сделаете. Вас действительно там эта покупка, к примеру, порадует. Дальше у вас есть следующая карта. 8 мечей. 8 мечей, в таких мечах она здесь. Почему она здесь у вас выпала? Рыцарь мечей. 8 мечей, рыцарь мечей. С одной стороны, это вроде бы как рыцарь мечей ваша стихия, да, то есть воздушного знака. Но вместе с таким сочетанием, с этой 8 мечей, как-то не сильно она радует, потому что она показывает какие-то страхи ваши и переживания, которые могут у вас иметься здесь. И вы прямо накручивать можете себя с этой 8 мечей, да, как будто они вас ограничивать могут. Но вы здесь готовы вырваться из этих страхов по рыцарю мечей. То есть что-то вас здесь страшит в субботу, но вы готовы из этого состояния вырваться и освободиться благодаря каким-то импульсивным действиям, порывистым. Может быть, разрушить привычные рамки, выйти из этого состояния, рискнуть. Возможно, так. Может быть, здесь с кем-то возникает конфликт или ссора, но вы все равно как будто бы не готовы здесь в состоянии этого гнета находиться. Да, вы можете почувствовать, что ситуация выходит из-под вашего контроля, но тем не менее, да, вы стараетесь здесь сохранять какие-то свои рамки, свои интересы, отстаивать свои интересы. Да, может быть, какой-то конфликт или какой-то резкий разговор, но вот вы готовы срочно решить эту проблему, то есть как-то ее обсудить. Поэтому, ну, вот такая вот здесь, да, может быть напряженная обстановка в субботу. Воскресенье — карта рыцаря Пентаклей. Рыцарь Пентаклей земной, да, может говорить про земных людей в вашей жизни. Это Девы, Тельцы или Козероги. Этот рыцарь Пентаклей, он о них. Также рыцарь Пентаклей, он о какой-то терпеливости, о спокойствии, о том, что вы вот не торопите, может быть, события какие-то, что вы не, может быть, не суетитесь, да, по рыцарю Пентаклей.
вы четко, уверенно идете к своей цели. Вот что вы себе продумали. Может быть, здесь какие-то запланированные события могут происходить, то есть какие-то запланированные поездки, допустим, или запланированные какие-то ваши действия, там, касающиеся там, домашних дел, то есть что-то запланированное вместе с картой Иерофант, которая, кстати, тоже в принципе больше говорит про тельцов, то есть общение с земным знаком. Да и в целом Иерофант — это все, что связано с традициями, с постоянством, с чем-то, что вот так вот принято делать в обществе. И поэтому вот здесь акцент такой на стабильность делается, на то, что вы стараетесь и хотите сохранять что-то, что у вас принято в семье, там, не знаю, в вашем окружении. И вы медленно, но уверенно идете к своей цели. Вы стараетесь мудро поступать, потому что есть этот Иерофант, и стараетесь следовать правилам, да, чтобы сохранять вот этот прочный фундамент, который у вас сейчас уже имеется. Здесь можно говорить о какой-то честности, о верности, о соблюдение законов, да, то есть вот такой вот вере, что если я буду делать правильно, поступать правильно по закону, все как вот ожидает от вас окружающее, то, соответственно, получу тот результат, на который нацелен. Здесь можно говорить в паре, в отношениях о каком-то надежном партнере, об уважении, которое в паре присутствует, о отсутствии каких-то вот здесь разногласий. Может быть, если была ссора, разногласия, то в воскресенье она решается, соответственно, хорошее все-таки сочетание. Давайте посмотрим здесь еще из этого оракула, какая карта вам выпадет. И здесь у вас выпадает карта в виде зеленого горошка, которая называется communication, да, то есть общение. Общение, коммуникация, ну, в принципе, да, она показывает, что вы на этой неделе можете действительно очень много общаться с другими людьми, то есть обсуждать какие-то дела, какие-то проекты, может быть, какие-то ваши совместные дела с другими людьми по этой карте, потому что вот как много зернышек в этом, горошинок в этом стручке, соответственно, может быть, столько у вас людей в вашем окружении или дел, с которыми вам нужно справляться здесь. Но в целом здесь прям очень много общения, здесь желание налаживать какие-то связи, двигаться вперед, да, и сохранять при этом гармонию, как будто бы вот это такие тесное общение, но вот ваша цель прийти к взаимопониманию в этом общении, вот как горошинки в этом стручке тесно между собой связаны, вот такие связи вы хотите между людьми сохранять, может быть, семейную какую-то или командную какую-то гармонию, там в работе командную, в семье семейную гармонию, чтобы преодолеть какие-то барьеры, преодолеть преграды и через диалог о чем-то важном для вас договориться, может быть, продвигать свои планы, потому что, ну вот как будто вы что-то планировали, и здесь, возможно, подходит время для того, чтобы воплотить свои идеи в жизнь, то есть реализовать свои идеи, свои какие-то проекты, реализовывать их в жизнь, то есть как будто наступает подходящий момент, когда стручок этот горошка созревает. И также здесь вот очень важно, может быть, знаете, как будто, опять-таки, здесь не зря этот рыцарь Пентаклей, вот благодаря своим повседневным рутинным делам укреплять вашу стабильность, то есть делать что-то рутинно, постоянно, и таким образом, и благодаря вот опять-таки коммуникации, связи с другими, идти планомерно к своей цели, к тому, что для вас, соответственно, важно, вот эта звезда, обеспечивающая стабильность, то, что дает вам чувство постоянства. Несмотря на временные препятствия, трудности, вы все-таки здесь растете и имеете уже какие-то хорошие результаты, которым радуетесь. Поэтому, да, и во вторник такие хорошие карты у вас. Итак, Водолеи, на этом сегодняшний таро-прогноз на неделю с 10 по 16 августа для вашего знака зодиака я завершаю. Всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя и до скорого!